Понадобился мне как-то аккумулятор для моей камеры Sony. И я решил купить его через интернет. Почему в интернет? Потому что в наших городских магазинах такой аккумулятор стоил баснословно дорого. Поэтому было решено купить его в интернет-магазине. Итак, я зашел на сайт AliExpress. Это всем известная торговая площадка, на которой можно купить все, что угодно. Меня интересовал аккумулятор для Sony увеличенной емкости NP FV70. Набрав в поисковой строке название аккумулятора, я нашел продавца, у которого был хороший рейтинг, хорошая привлекательная цена. Он был очень давно на рынке, соответственно, вызывал доверие. Я решил купить у него. Тем более, что отзывы говорили о том, что аккумуляторы данный продавец продает оригинальные, и покупатели всем довольны. Как обычно, внимательно прочитал все характеристики данного товара, удостоверился, что это аккумулятор именно для моей камеры. Все проверил еще несколько раз. Почитал, и решил заказывать. Фотографии аккумулятора на странице заказа не вызывали никаких подозрений. Официальный блистер, качественно сделанный. Ну что ж, надо заказывать, подумал я. Вообще этот продавец торгует очень многими моделями аккумуляторов для различной техники, в том числе и для Sony. И именно такие магазины, как правило, и продают качественный товар. Я уж никак не думал, что здесь я получу что-то ужасное. Смело заказал товар, стал ждать, когда придет посылочка. Собственно, продавец отправил быстро, посылка трекалась, все шло хорошо. Когда товар пришел, я получил посылку. Принес ее домой и начал вскрывать. Сам процесс вскрывания ничего интересного из себя не представляет. Вот. В хорошо запечатанном пакетике пришел тот самый блистер, который был на фотографиях на странице заказа. Аккумулятор тоже внешне подходил под то, что я хотел. В комплекте с камерой шел аккумулятор FV50. Его заряда хватало примерно на 2 часа работы. Поэтому я решил купить такой аккумулятор более повышенной емкости, для того, чтобы продлить время работы аккумулятора. Вот таким образом. Распечатал его, достал и посмотрел со всех сторон. Вроде хороший аккумулятор, тяжеленький, но не такой, как хотелось бы. На официальном сайте я посмотрел, сколько весит оригинальный аккумулятор, и тут закралось первое подозрение. У меня была зарядная фирмы Sony для заряда таких аккумуляторов в камере. Я поставил туда сначала родной аккумулятор FV50. Все 3 зеленых лампочки говорили о том, что аккумулятор работает и заряжается. Поставив новый аккумулятор, я не увидел вообще никаких признаков жизни. Сейчас вы это увидите. Вот. Вставляем. Щелк. Ничего не светится, заряда нет. Собственно, воткнув его в камеру, я получил тот же самый эффект. Но аккумулятор не работал и не заряжался даже от камеры. Родной аккумулятор попробовал еще раз. Все работает. Лампочки горят, аккумулятор заряжается. В данном случае он показывает, что полный заряд. Что же делать, что же делать? Полез, поискал в интернете различную информацию, залез на сайт производителя еще раз и проверил, чем же отличаются оригинальные аккумуляторы от подделок. Мой совершенно был одинаков с оригиналом, поэтому было решено разобрать его.
аккуратненько поддев пластину с контактами, которая используется в роли крышки, начал осторожно вынимать аккумулятор. Вот, осмотрел плату. Все хорошо, пайка качественная, все идеально. Решил продолжить разборку. Достав аккумулятор, я увидел, что вместо третьей пластины аккумулятора производитель данной подделки прикрепил тяжелую гайку. Ну, видимо, для того, чтобы уравновесить вес. Ну, чтобы аккумулятор соответствовал весу оригинального. Хотя он не соответствовал весу даже с этой гайкой. Вот такие подделки продаются на Алиэкспресс у проверенных продавцов, у которых большая база продаж, очень хороший, так сказать, рейтинг. И в то же время они не застрахованы от того, чтобы продать вам подделку. Будьте бдительны. Сразу скажу, что, открыв спор, я выиграл его, и мне вернули деньги.